Всем здравствуйте и самый вселенский привет. Если вы задаете себе вопрос, кем я была для него раньше и кем стала теперь, в то время, когда вы смотрите расклад, давайте посмотрим на картах, зачем задавать вопрос и не имея ответ, потому что карты всегда имеют для вас ответ. Я посмотрю на Академии Таро для вас и также на, знаете, винтажная мудрость. Эти карты называются винтажная мудрость. Я редко использую их, и они показывают очень глубоко все такое тайное, чего не видно. Итак, кем вы для него были раньше и кем вы для него стали сейчас, теперь, сейчас, в момент просмотра этого видео. Вы знаете, эти винтажные карты, они тоже связываются с вашими предками. Кстати, на дне колоды Ancestors или же предки. Вот эти карты связываются с вашими предками и показывают четко то, что видно издалека, это видно всегда лучше. Как видят предки его, и полезный для вас этот человек, или вредный, вредоносный. Предки будут отвечать. Видите, здесь материнская и мужская, отцовская линия. Итак, кем же вы для него были и стали сейчас? Можно выбрать колоду, у меня, как всегда, вы хозяин-барин. Но я предлагаю вам смотреть весь расклад, а потом для себя решить, какие слова вас касаются, а какие нет. И еще хочу сказать, что можно выбрать колоду или же смотреть все подряд, да? Не только слова, но и карты. Некоторые карты можно отбросить, это не обо мне сказать себе, ну а некоторые даже очень сильно о вас. Так, гадание онлайн всегда работает. И вообще тоже заказанное, кстати, тоже так работает. Не все будет с вами совпадать, если закажете за большие или маленькие деньги. Но не у меня. Говорю сразу, что я за деньги не работаю, и у меня нельзя заказать расклад за деньги. Так что, если что, чтобы вы знали, я делаю только такие расклады, где вы не должны платить вот здесь. И все равно помощь здесь больше, потому что вы расслаблены, вы не ожидаете многого, и тогда информация лучше усваивается. Итак, две карты из этой колоды. Ну, я буду добавлять, конечно. И две карты из Таро. Кем вы для него были и кем стали сейчас. Давайте смотреть. Две карты. Вот одна. Так делаю, чтобы они были все созвучные и звучали все. Ну, в общем, у меня такой метод. Итак, кем же вы для него были? Вот пробуждение. Пробуждение страсти, пробуждение жизни. Вы для него были пробуждением ото сна. Потому что мужчина до вас, он спал, он не жил. Он только с вами стал живым. Вы для него были живая. Вы для него были сама жизнь, глоток свежего воздуха. Пробуждение ото сна. Кем вы для него стали? Интуиция. Он должен слушать свою интуицию, когда он с вами, а не здравый смысл. Потому что здравый смысл — это, знаете, все уже проанализированное до дыр, и оно уже не нужно никому. То есть вы для него будете интуицией, может быть, с вами он может быть богатый, прославиться, умный, здоровый, с вами у него более здоровый образ жизни. И вот мосты наводить, видите, здесь мост. С вами он будет наводить мосты к своей жизни. Он теряет жизнь без вас. Вот по этому раскладу я вижу, что мужчина без вас был потерянный, и он теряет ориентиры. Без вас он просто не видит ориентир в жизни. Ему нужно обязательно, чтобы жить, как дальше действовать, ему нужно с вами все соизмерять. Ему нужно с вами даже советоваться, я бы сказала, да? Так что вы для него — это сама жизнь. И здесь голубь. Он часто с собой в раздоре, он может быть человек или нервный, или раздражительный сильно. Голубь — это мир, это символ мира, примирения. Вы ему нужны, чтобы он сам с собой примирился. И не хватал где-то звезд с неба, начинал жить земной жизнью, заработок, материальная обеспеченность, то, что нужно на этой земле. И он с вами, он вот grounded, он становится больше такой, знаете, приземленный, человечный. Потому что у него есть цель в жизни. А еще здесь у вас в короне луна и звезды. Я не знаю, или видно, луна и звезды. И эта карта, она символизирует то, что вы для него будете, уже сейчас есть и будете. Луна — это перемены.
Вы полностью поменяете его как личность. Перемена у него будет в жизни с вами. Я буду добирать через минуту, но мне не терпится посмотреть, если вы мне позволите, немножко так бы заглянуть, да, в Таро эти две карты, кем вы для него были и кем вы для него есть и будете. Вот смотрите, десятка пентаклей, кем вы для него были. Но у него было желание зарабатывать с вами, у него было желание, вы знаете, не только желание, но у него была цель, ему раньше всегда было понятно, для чего он хочет сделать, например, карьеру, для чего он хочет заработать, для чего он хочет вообще строить эту жизнь, да? Потому что он видел цель, он мог ее озвучить, он мог ее описать, и это когда вы встретились, у него сразу ориентир в жизни появился. А кем вы для него есть и будете? Тройка чаш. Но это очень хороший знак. Это знак того, что он будет стремиться, например, помириться с вами, если вы поссорились. Он будет стремиться связаться с вами, если вы, например, в разлуке. Но тройка чаш — это тоже любовь, это встреча, это свидание, это когда люди, знаете, торопятся друг к другу. Когда люди посвящают себя друг другу. Это очень хорошая карта. А тройка — это, знаете, как ангел любви есть. Вот вы, он и ваш общий ангел любви. И сейчас он уже осознает, что это не только какая-то гонка, он в погоне находился долгое время. Десятка пентаклей говорит, что он как бы гнался за чем-то всю жизнь, спешил, думал, что он опаздывает, где-то он не успел куда-то. Но по тройке чаш он чувствует, вот теперь я уже знаю, что главное — это близкий человек, который не предаст, и он в вас нашел этого человека. Это у многих проиграется. Что я еще хочу посмотреть? Я хочу посмотреть, может быть, есть люди, у которых вот такое чтение, не резонирует с вами. Может быть, для вас будут какие-то другие слова. Да? Это карта влюбленные. Вот смотрите, нельзя эту карту считать плохо, потому что это положительная карта. Это ваши отношения на новом уровне. Если, например, он еще не сделал предложение, здесь он делает вам предложение, и вы счастливы с друг другом. Это новый уровень доверия друг к другу, принятия друг друга. И если вы, например, ссоритесь, или у вас какие-то непонятные отношения, или треугольники, или вмешательство третьих лиц, или бытовые какие-то препятствия, то карта влюбленная говорит, что он очень хотел бы, чтобы эти препятствия ушли. Карта влюбленная — это же карта старшего аркана. Да, вы встретились не зря, у вас есть притяжение, может, даже кармическое где-то было, понимаете? Может, сложные отношения были, но они сейчас переходят на новый уровень. Да, может быть, и были сложные отношения у кого-то, кто смотрит, потому что четверка меча — это давние проблемы. Это даже кармические узлы. 4 по нумерологии — это давние проблемы у вас в отношениях. И это могут быть такие узлы, где были завязаны на очень сложных отношениях из прошлых жизней. И когда вы разговариваете, вполне возможно, что вот эти книги — это же прошлой жизни. И мечи — это негативная энергетика, которая, может быть, встала между вами и им, и связана с тем, что у него какой-то или характер плохой, или не умеет культурно общаться, просто элементарно, не хватает у него культуры общаться с людьми. Это рыцарь меча, он в погоне. Он в погоне за, может, реализацией себя, ему внушили, мужчина должен. Каждый человек сам должен себе, да, реализоваться. Но рыцари, они меняют жизнь, они вносят перемены. Да, меч — это перемены через трудности. Перемены через трудности, перемены через препятствия. И, может быть, иногда он поэтому раздраженный, кажется, что он злой вам, что он какой-то нетерпимый, что он, вообще какой-то
или эгоистичный, или же какой-то не умеющий слушать. Рыцарь меча – это тот, который слушать, в общем, не умеет, да? У него вот он прав всегда. Карта мага. Я по этой карте вижу, что она очень сильно перекрывает карту кармы, 4 меча. Потому что карта мага говорит, что отношения будут продолжаться. У них есть не просто продолжение, в отношениях есть исцеление. Карта маг говорит об исцелении ваших отношений. Это знаете, как вот вы, может быть, молитвой, аффирмациями заслужили это. И он тоже где-то молится, где-то что-то просит у Всевышнего, потому что он сам себя ранит этими мечами. Он не просто злой. Бывает, мы думаем, человек злой, но это обидно, когда человек злой. Почему вы должны страдать из-за того, что у него с собой нет лада, внутри он в разладе с собой? Но иногда такой человек, он просто ментально очень тяжело мучается изнутри, и все, что выходит снаружи, все негативное. Карта маг говорит о примирении, о том, что вы для него станете вот тем магом, ради которого он, например, бросит пить, он бросит резкие, крепкие выражения, он бросит негативный подход к жизни. Ради вас. Вот ему нужно обязательно, чтобы ради кого-то, ради какой-то цели. Ему нужно, чтобы была большая цель. Карта влюбленная и маг. 2 такие карты, которые показывают, что ему нужна цель. Он не может просто так. Вот если он себе скажет, вот для этого я делаю, он может справиться. Карта справедливости, еще один старший аркан. Видите? Я могу сказать, да, здесь с кармой связано. Карта справедливость может говорить, что по справедливости может быть у него уже даже не карма, а в этой жизни. Например, он бросил девушку в юности или обидел очень сильно, не вас, другую, а может и вас. И он по справедливости сейчас мучается, потому что он сделал кому-то плохо. Он кого-то очень сильно обидел. И он думает, что почему мне не везет, он даже вам может говорить это, почему у меня так плохо все. Но это по справедливости, он, что посеял, то пожнешь. Он сделал кому-то больно, этот человек в жизни, и не однажды. И не однажды. 4 меча, может быть, даже 4 человека есть в его жизни, которые, когда вспоминают о нем, вспоминают очень негативно. И вот здесь, видите, такие чудища. Такой трехглавый дракон с мечом. Он смотрит на этого трехглавого дракона, он знает, что он сейчас платит за свои, не то чтобы плохие поступки, за то, что он обидел кого-то очень сильно. И этот человек 1, 2 или 3, даже 4 может быть. Это человек, которого он обидел, он до сих пор обижается. Это человек до сих пор, или это женщина может быть. Или дети, например, от первого брака, он не заботится о них совсем. У кого-то такое проиграется. Или мать, с которой он никак не может наладить отношения. Но кто-то есть в его жизни, который от него пострадал, незаслуженно. И этот человек не простил ему до сих пор. Вот так получается кармический узел на следующую жизнь. И этот человек до сих пор имеет градж, то есть, знаете, обиду, такую, как заноза, обида внутренняя. И этот мужчина, о котором вы сейчас думаете, он страдает по этому поводу, потому что долг, есть у него какой-то долг перед кем-то. И иногда бывает так, что долг просто непростительный. Например, кому-то перечеркнул всю жизнь. А может, это вы? И вам очень тяжело справиться с этим. Может быть, вы смотрите на бывшего. Такое тоже бывает. Иногда хочется подумать. Даже, знаете, если этот бывший всплыл в памяти, и его обиды, ваши обиды на него, нужно выговориться. Знайте всегда, что у меня здесь надежное место, чтобы вы выговорились, и вам стало легче. Кем вы для него были? Да, я сказала, но было и плохое, скорее всего, тоже. Кем вы для него будете? Здесь, понимаете, уже я говорю, что карта мага говорит, что ему нужен повод, чтобы что-то делать. Вы для него будете тем поводом.
И вы для него будете тем поводом, чтобы прежде всего выйти из финансовых трудностей. У многих такое проиграется, что финансовые трудности не дают возможность вам разъехаться от родственников, например. Или финансовые трудности не позволяют вам, знаете, ставить в приоритеты что-то другое. Потому что когда есть финансовые трудности, это первое, это приоритет. И тогда отношения не являются приоритетом и они портятся. Вы для него будете тем поводом, где он будет стараться избавиться от финансовых трудностей. Рыцарь еще один, это хорошо, и это уже рыцарь Пентаклей. Это, конечно, лучше карта, чем рыцарь мечей. Это тоже новости, перемены, но в области финансов. Со временем у вас будет больше стабильности в вашей паре, финансовой стабильности. И это что? Будет больше или денег, или может быть, или работа у вас, или у него будет лучше, или же где-то кто-то поможет, какой-то родственник, наследство. Но со временем будет больше денег, и это даст вот это, знаете, покой в сердце, что я больше не волнуюсь о том куске хлеба, который должен быть на столе. И потому что нет больше волнения об этом куске хлеба, человек станет более спокойный, менее раздражительный. И сам себе простит вот эти кармические узлы или же даже узлы, которые он сам успел завязать в своей молодости от неправильного поведения относительно других людей или от неправильного образа жизни. Вот когда настанет эта финансовая такая, знаете, составляющая, где человек чувствует, что есть почва под ногами, он будет себя вести лучше, по-другому. Вот здесь такая петиция. Видите, вот эта панда, это как рыцарь, как лошадь, как конь. И в зубах у этой панды как петиция какая-то, которую он сам себе хочет написать, сказать самому себе, что, слушай, не все кончено, все можно начинать, все можно продолжать, все можно исправить. Рыцарь Пентаклей — это исправить что-то можно. Какие-то придут или информация, или новости, или от людей, или что-то поменяется. Знаете, ветер перемен. Когда он скажет, так, вот этой возможностью я сейчас хочу воспользоваться, чтобы была какая-то финансовая защищенность, что ли. И тогда он станет немножко спокойнее, постепенно, помаленьку. Потому что человек, который очень раздражителен, но это очень трудно переделать. Нужно время. Вот так вот это не бывает. Нужно время. По этим картам давайте еще посмотрим немножко. Правда, да, правда должна открыться. Он должен рассказать вам правду, потому что очень много идет слухов, очень много сплетен об этом человеке. Он должен открыть вам сердце, он должен правду, он должен сказать. Вот знаете, как вы смотрите в замочную скважину, вот этот глаз, в замочную скважину его души, и там правда скрыта. Он должен открыть вам эту правду. Он долго что-то скрывал. Кем бы для него были гармонии, песни любви. Сердце пело от любви. Это у многих проиграется. Может быть, у кого-то еще что-то должно. Я сейчас возьму эту карту. Приключения. Вот у некоторых проиграется, что когда вы начинали отношения, вы смотрели на него как на перспективного мужа. А для него это было просто увлечение, просто приключение. Он с самого начала, вот даже, может, говорил вам, что серьезно настроен, но он серьезно настроен не был. У некоторых так проиграется. Innocence — это, знаете, это карта innocence, чистоты намерений, наивности такой детской, да? Вы были слишком наивны в начале отношений, вы были слишком наивны. Shadow self, а он открыл себя как, знаете, показал свою эту, как волк в овечьей шкуре. Вот это он. Он показал свое теневое я, он показал себя с некрасивой стороны. Вот это тоже было. Это тоже было в ваших отношениях, когда он себя показал с некрасивой стороны. Он надеется на любовь. Вот этим вы для него стали в принципе, потому что
Он, знаете, влюбился в вас по-серьезному позже. Вначале он был влюблен такой в любовью больше как приключение. Он позже уже влюбился в вас. Когда он понял, что влюбляется, он испугался. Это карта «Любовь» называется. Он испугался, он подумал, что-то я влюбляюсь. И опять стал проявляться его shadow self, его теневое «я». И, может быть, когда он понял, что он влюбляется, он стал выбрасывать такие коники, как у нас говорят, да? Выбрасывать такие коленки. Ну, это не смешно, конечно, но я пытаюсь полегче сделать, чтобы вы понимали, что терапия состоит в том, когда мы немножко полегче воспринимаем другого человека, потому что часто мы не можем повлиять на другого человека. Его нужно полегче воспринимать. И вот когда он понял, что он влюбляется, стало проявляться его теневое «я», и он стал выбрасывать вам всякие коленки, то есть или обманывать, или хитрить, или же, знаете, командовать, surrender, или подчинять вас. Он стал вас подчинять себе. Потому что иногда мужчина, когда влюбляется, он сразу начинает подчинять женщину. Вот она моя кукла. Когда женщина очень часто, еще в современном мире тоже является куклой мужчины. И он стал мало-помалу забирать у вас вашу независимость, как у личности. Вообще, любой человек обязан себе эту свободу, независимость. Женщины ее в большей мере часто не имеют. Ну вот это баланс. Было бы хорошо, если бы ваши отношения были сбалансированные. Но, скорее всего, сейчас, пока вы этого баланса не чувствуете, вы, может быть, подчинились мужчине. Иногда мы не знаем, что мы подчинились мужчине. Например, когда мы думаем о нем больше, чем он о нас, когда мы влюбляемся в него, как жертвенная такая любовь, я могу себя отдать на съедение ему полностью. И в этом съедении мы иногда находим особую чувствительность. Это все самообман, знаете. Peace. Такая рождественская карта, очень красивая. Может, у вас есть дети. Эта карта, или будут. Это карта мира из такой, знаете, вот спокойной четы, спокойной семейной пары. К этому все идет, если у вас еще нет семьи. У многих такое проиграется. Я даю вам варианты, дорогие мои, да. Вселенная хочет, чтобы был вот этот union. Union — это соединение сердец. Вселенная сейчас пробует вам помочь. Поэтому, может быть, вы от него или знаки внимания иногда получаете, или обещания. Иногда человек обещает не потому, что он обманщик, потому что он этого хочет, но у него не всегда получается, да. Подумаем о себе, мы можем себя изменить только на какую-то вот чуть-чуть. Точно так же, если мужчина что-то обещает, но ему, наверное, не обязательно что-то от вас нужно. Ему, наверное, вы нужны. Это нужно так понимать. Beauty. Конечно, вы его поражаете, покоряете своей красотой. Девочки, конечно, мы слишком заморачиваемся насчет красоты. И даже мы друг друга готовы унизить, обидеть очень часто. Особенно если в возрасте другая женщина. Это ужасно. Не следим за своим языком, не следим за своими мыслями, обижаем сами себя, обижаем других женщин, вымогаем от них, чтобы они тоже всю свою зарплату тратили на эти уколы красоты. Или, в общем, такой соревновательный аспект даже между девочками, даже мужчин не касается. Ну, для мужчин вы всегда beauty, вы всегда красавица. Вот эти все уловки красоты, которые делают из нас кукол каких-то, унижают достоинство человека. Это часто карты показывают, потому что я эзотерик, и кто не знает, алхимия, эзотерика уже давно рассматривала мужчину и женщину как абсолютно равноправные партнеры. Абсолютно. Вот в алхимических законах, в алхимических древних книгах это все написано. Вам нужно найти дорогу к себе, соединить себя с самой собой и не думать, что вот какой-то там или что-то в вас не так. Понимаете? Кем вы для него станете? Убежищем. Sanctuary — это убежище. Вы для него станете убежищем. Вы для него, наверное, уже есть убежище. Кстати, для мужчины часто женщина — это убежище. И женщина
часто создает мужчине вот эту обстановку уюта слишком ценой своего жертвоприношения себя, чтобы ему было это убежище. И часто мужчины начинают пользоваться, потому что любой человек, которому все дается даром, ну, такая человеческая натура, начинает пользоваться. Kindred spirits. Это, знаете, это дух молодости, это дух желания, это дух юности. Он хотел бы вернуть этот дух юности. Или с вами у него в юности была влюбленность, или с какой-то другой женщиной, и он, не ревнуйте его, он не хочет ту женщину вернуть. Кем вы для него станете, чем старшим становится не только мужчина, кстати, вообще человек, вот этот дух юности, он необходим, потому что тогда правильные гармонические процессы происходят в теле. И человек, ну, он гибче, он моложе. Он хотел бы, чтобы вы для него стали этим вдохновением. Kindred Spirits — это как бы вдохновение. Вышла вот эта же карта предков, которая была на дне колоды, когда мы начинали расклад, мои дорогие. Очень мощный расклад. Многое показал. И знаете, у вас вот эти словосочетания, что я говорила, у вас могут быть они как по-другому будут собираться в свою картинку мира. Но вот эта карта предков, она говорит, что не думайте, что вы одна. Ваши предки свели вас с ним, и его предки свели вас, его с вами. И это всегда так получается. Когда мы влюбляемся в мужчину, где-то мужчины вот такие были. Может быть, отец, если у вас с отцом были нормальные отношения, если отец был подобающим отцом. А у него мать. Ведь если вы присмотритесь, женщину, которую он выбрал, она похожа на мать. Мы часто с его матерью в соревнованиях, ну вот если мудрость есть, мудрость карт говорит, что присмотритесь к его матери и старайтесь быть похожей на его мать в чем-то. Тогда мужчина будет в вашем кармане, как говорят, да? Очень часто эта ситуация. Очень часто. Но это ваши предки сейчас хотят вас помирить, если вы поссорились. Хотят сделать так, чтобы вы продолжали отношения. Но он чувствует влияние предков, он чувствует это тоже. Иначе эта карта опять бы не вышла, конечно. Я доверяю полностью, что выходит, то нужно вам услышать. А еще эта карта говорит о том, что он хотел бы, чтобы у вас была, может быть, семья, или если еще нет. Но если уже есть семья, он хотел бы, чтобы вы, тесно принадлежали друг другу, чтобы у вас было взаимопонимание. Он этого хотел бы. А кто бы этого не хотел? Любой психически здоровый, здравомыслящий человек этого хочет. Но карты это показывают довольно часто. Может, он хочет детей с вами или внуков. Но он хотел бы, чтобы было взаимопонимание, это точно. Вы знаете, мы иногда не знаем одной вещи такой. Отношения только тогда будут продолжаться, если будет общение. Вот так все просто. Но общаться очень супер трудно. Чем больше люди с друг другом, тем труднее. Потому что чем больше мы сходимся, как все в природе, звуки, цвета, чем они больше похожи, тем они отталкиваются. Поэтому нужно знать, что иметь терпение, что со временем, даже если вы много лет вместе, вам все сложнее будет общаться. Но вместе с тем вы оттачиваете свой механизм общения, когда он приобретает оттенки традиции, семейности, поддержки, взаимной поддержки. Этого он хотел бы. Может, это и не выглядит так, может, он себя ведет совсем неподобающе, не по-джентльменски. Но он хотел бы этого. Глубоко внутри он хотел бы этого уюта. Он хотел бы тоже помощи для себя. Потому что я вижу, что вышел на связь. Здесь по Таро показано, мужчина довольно резкий. А часто раздраженный, резкий мужчина – это слабый мужчина, который не знает, как сам себе помочь. И такой, скорее всего, вышел здесь на связь. Он знает, что есть возможность, потому что карта мага, знаете, карта мага, она замечательная, она говорит, что все возможно. Возможно еще любовь, возможно счастье. И если вы оба будете стараться, этого вы достигнете с ним обязательно. Это значит у вас уверенность в друг друге. Знаете, это как уверенность в друг друге и уверенность в завтрашнем дне. Потому что то, что сейчас случается, что случилось вокруг нас, этот сумасшедший дом, Земля превратилась в сумасшедший дом,
нужен хотя бы один близкий человек, чтобы это пережить. И он это тоже понимает. И поэтому надежда есть, что все улучшится между вами. Надежда есть, большая надежда есть, я бы сказала. Ну вот, кем бы для него были, здесь четко было анализ четкий, на мой взгляд. Пишите в комментариях, я буду знать, как на ваш взгляд. И он хочет, чтобы вы стали для него тем поводом, той целью, для которой стоит жить. Ну вот такой расклад, мои дорогие. А я со своей стороны вас люблю, обожаю. Если кто не знает, меня зовут Лена, и я из Ванкувера, Канада. Ну, неважно, откуда я. Мой канал интернациональный. Люблю вас, обожаю, и до новых встреч.